Приветствую, дорогие друзья. Давайте сегодня сделаем ночью. Специально хочу сделать вам расклад, записать расклад. Тщательно перетасую колоду. Расклад на отношения. Расклад на отношения интересует всех. Мужчин, женщин. И также данный расклад на отношения может пригодиться, если вы хотите прояснить для себя взаимоотношения с человеком. Какие отношения можно загадать? Деловые отношения, то есть на работе, да? Дружеские, с друзьями какие-то, может, с каким-то другом какие-то взаимоотношения хотите посмотреть. Семейные какие-то взаимоотношения на какого-то конкретного человека между вами и объектом гадания. Любые другие. Ну и в первую очередь, конечно же, все-таки любовные взаимоотношения. И пока я тасую колоду, задайте мысленно или вслух такой вопрос. Каковы отношения между мной, для которого делается расклад, назовите имя свое, и человеком по имени, называем имя человека, отношения с которым хотелось бы рассмотреть с помощью карт Таро. Сегодня мы гадаем на классическом Таро Артура Уэйта и смотрим. Так, думаю, вопрос вы уже сформулировали. И приступаем к раскладу. Первая карта у нас покажет то, что объединяет вас или вопрошающего, то есть вас, человека, и человека, который вас интересует. Также первая карта покажет состояние взаимоотношений на данный конкретный момент. Вторая карта покажет мысли объекта гадания. То есть на того человека, на которого вы хотите посмотреть. Также третья карта, посмотрим чувства, которые испытывает объект вашего интереса по отношению к вам. Карта 4 покажет то, как этот человек выглядит в ваших глазах, либо в глазах окружения. Четвертая карта. Пятая карта покажет то, как вы выглядите в глазах этого человека. То есть левая колонка, вернее правая колонка, мысли и чувства другого человека, то есть объекта, на которого вы гадаете, да? И правая колонка, вернее левая колонка, сейчас мы посмотрим, расскажет мысли и чувства вопрошающего, то есть ваши. То, как вы выглядите в глазах этого человека, либо в глазах окружения. Ваши истинные чувства, то есть то, что на самом деле вы испытываете по отношению к этому человеку, к объекту гадания. И ваши сокровенные мысли об этом человеке. Покажет седьмая позиция. И также дополнительно, я думаю, всегда интересно, дополнительную карту для этого расклада
возьмем, зададим такой вопрос. Какие изменения ждут ваши отношения в ближайшее время? Долго загадывать не будем. Я думаю, недели достаточно. И вот эта карта у нас покажет. Остальные карты откладываем пока в сторонку. И смотрим. Смотрим первая карта. То есть первая карта, как я уже говорила, говорит то, что объединяет вас и этого человека. То есть состояние взаимоотношений ваших на данный момент. И здесь у нас выпала карта восьмерка мечей. Восьмерка мечей. То есть в данном конкретном случае восьмерка мечей говорит о том, что в данный момент у вас имеются какие-то ограничения, какие-то конфликты, какая-то невозможность контролировать свою жизнь, попытка разума задушить чувства, внутренний конфликт, который может привести даже к болезни. То есть вот такая у нас карта выпала на позиции номер 1. Далее смотрим карта номер 2. Карта номер 2 говорит о том, какие мысли объекта гадания о взаимоотношениях с вами. И здесь у нас выпала карта Верховная Жрица. Верховная Жрица. Карта в позиции номер 2, Верховная Жрица, говорит, что, в общем-то, тот человек, на которого вы гадаете, о вас думает следующим образом, что вы имеете какую-то связь с тайными знаниями, открытие неведомой ранее истины можете, а также контактируете с высшими силами. Спокойствие у вас присутствует, по его мнению, и созерцательность, и также склонность к оккультизму. В принципе, если вы смотрите этот расклад, то, я думаю, здесь, в общем-то, это и так понятно. Итак, смотрим карту номер 3. Карта номер 3. Карта номер 3 звезда. Карта номер 3 звезда. Позиция 3 говорит о том, о тех чувствах, которые испытывает тот человек, тот объект гадания о взаимоотношениях с вами. О взаимоотношениях с вами. В данном случае карта звезда говорит нам о том, что, в общем-то, тот, на кого вы гадаете, объект гадания, считает вас, в общем-то, вы для него являетесь вдохновением, духовным призывом свыше. Либо какой-то, если буквальная трактовка, то здесь, конечно, идет то, что вы являетесь для него путеводной звездой, помощью небес, и он возлагает, он или она, данный человек, объект желания, возлагает на вас какие-то надежды. Вот такие у него чувства по отношению к вам. Так, теперь смотрим позиция номер 4. Позиция номер 4 показывает то, как тот человек, на которого вы гадаете, выглядит в ваших глазах, либо в глазах окружения. В данном случае у нас вышло Солнце. Солнце. По вашему мнению, значит, данный человек несет вам радость, удачу,
Также благоприятные какие-то условия, место под солнцем. Также солнце свидетельствует о том, что с ним вы могли бы быть уверенным в завтрашнем дне. Данный объект со стороны, в общем-то, выглядит безоблачным, благоприятным во всех отношениях, то есть несет вам радость, удачу. Так, теперь смотрим следующую карту номер 5. Карта номер 5 говорит о том, как вы выглядите в глазах этого человека и в глазах окружения. В данном случае у нас выпадает двоечка пентаклей, двойка пентаклей. И данная карта может говорить о том, что вы в его глазах выглядите игривой, забавной. Иногда эта карта даже может сигнализировать о том, что, в общем-то, трудность у вас имеется какие-то в определении приоритетов, может быть, даже по отношению к нему, к этому человеку, то есть к объекту гадания. И также, если вы загадали на какие-то рабочие моменты человека, то, возможно, данный человек может думать о вас, что, в общем-то, у вас имеются какие-то сложности с документацией. Итак, смотрим следующую карту. Следующая карта у нас девяточка кубков. Девятка кубков говорит о том, какие же ваши истинные чувства по отношению к этому человеку. Ваши истинные чувства достаточно благоприятны по отношению к тому человеку, на которого вы гадаете, и говорят о том, что быть жизнь в счастье и любви, получать удовольствие и радость. Радость. Вот какие положительные чувства у вас вызывает объект гадания. И последняя карта у нас покажет, какие ваши сокровенные мысли об этом человеке. Данная карта вышла в перевернутом виде. Здесь у нас идет восьмерочка посохов, либо восьмерка жезлов. Мы и будем ее трактовать в перевернутом виде. И данная карта, значит, восьмерка посохов в перевернутом виде у нас, к сожалению, обозначает о том, что, значит, вы считаете, что, в общем-то, данный человек игнорирует или пытается игнорировать какие-то перемены, не ждет перемен, не хочет перемен, которые могли бы произойти, либо медленно развиваются какие-то перемены. В общем-то, и посмотрим. Мы также сегодня рассматриваем еще одну карту. Карта выпала в правильном положении. Мы задавали вопрос, какие изменения ждут ваши отношения в ближайшую, и срок мы загадали неделя. У нас выпала тройка пентаклей. Тройка пентаклей. Данная карта несет достаточно благоприятные, в общем-то, изменения вас ждут по отношению, либо в отношениях с этим человеком. И тройка пентаклей, в общем-то, является картой успешных начинаний. И если это в профессиональных отношениях вы смотрите, то
является первым уровнем профессионализма. Также, если для личных отношений смотрите расклад, то тройка пентаклей показывает, что у вас имеется и будет хороший фундамент для будущих свершений, как в личной жизни, так и в деловой сфере. Таким образом, сегодня мы сделали расклад на отношения. Расклад получился достаточно интересным. Также нам карты дали благоприятный совет на их завершение, на их, скажем так, реализацию. И на этом мы с вами сегодня прощаемся. Карты мы сложим для дальнейших раскладов. Пусть они у нас отдыхают. Я стараюсь всегда карты выкладывать в правильном положении в колоду, чтобы в следующий раз они выпали у нас также в правильном отношении. Картам дадим отдохнуть. Дорогие друзья, гости канала, в общем-то, подписывайтесь, оставляйте комментарии, жмите колокольчик, ставьте лайки и до новых встреч.